Всем здорово, всем привет, время Сергентрапа начинается. Пока обещанные ролики по Slonitable They Are Coming и No I'm Not a Human не выходят, потому что я очень занят, я решил быстренько записать небольшой веселый ролик по одной игре, на которую я совсем недавно наткнулся. Это очень веселая, милая, добрая игра. Буквально каждый кадр этой игры говорит нам о том, какая же она прекрасная. Правда, оценки какие-то смешанные, но нам это не помешает. Мне уже нравится этот визуал. Пиксель-арт очень симпатичный. Также меня подкупает, что это не просто хоррор, так это еще и пазлы, а пазлы в хоррорах я люблю. Да, этот комментарий намекает на то, что концовка будет плохой, но я готов. Игра, и я тебя встречаю. Игра встречает нас достаточно пустым меню, всего 4 кнопки, а перед нами красуется какая-то тварь. А музыка, ее нет, а вместо нее какие-то хрипы, и, честно говоря, слушать это весьма жутко. Также есть настройки. Пока что язык поменять нельзя, он только английский. Также есть какой-то эффект, но его я включать не буду, потому что зачем? Запускаем игру. Начинается заставка с тоннами текста на английском, который я, конечно же, переводить не стал. Однако, заботливый разработчик решил позаботиться о тех, кто умеет читать. И этот текст идет очень долго. А вот о тех, кто не хочет это читать, он не позаботился, потому что текст не пропускается. Давай. Ну, пожалуйста. Что ж, может, я и не стал переводить текст, играя в эту игру. Понять, о чем диалоги, я все-таки смог. Если кратко, история рассказывает нам о главной героине Хелен и о ее лучшей подруге Саре, которая чем-то болеет. Ее кожа краснеет и деформируется, и она не знает, что делать, потому что врачи еще ничего ей не дают. И единственная ее семья — это Хелен и ее брат Алекс. Далее нам показывают 4 дня жизни двух девушек. Они живут в маленькой комнате, пока попутно по радио нам рассказывают о новой болезни, из-за которой люди превращаются в каннибалов или даже в зомби, нападают на других людей и устраивают хаос. Последний 4-й день зомби нападают даже на радиоведущих, и радио обрывается. Тот же 4-й день Хелен просыпается одна и видит письмо от Сары, в которой та просит ее простить, ведь она пошла спасать своего брата Алекса. Хелен, конечно, ей дорога, но Алекс тоже ее семья, поэтому она пошла его выручать. Магазин, где он и работает. Ну а наша главная героиня, понимая всю опасность данной затеи, решила пойти ее выручать. Начинается геймплей. Нам нужно выбраться, но дверь оказывается закрыта снаружи. Благо, у Хелен есть запасной ключ. Его я и увидел в сундуке, но я сначала даже не понял, как из него что-то доставать. Что это вообще такое? Зачем здесь кнопка S? Что нужно делать? А потом я понял, что стоит начать с выбранной клетки, зажать букву S и ввести ее, выделяя тем самым предметы, которые мы хотим достать. Сразу скажу, что достать кроме ключа ничего нельзя, хотя я пробовал достать нож. Но в будущем мы поймем, что Хелен он и не пригодится, потому что она найдет кое-что получше. Открываем дверь и едем. О, вы сами напросились. Просто посмотрите на эту игрушку в салоне. Буквально каждая деталь в этой игре вызывает чувство ужаса и безнадёги. Найс, мы разбились. Пройдя немного дальше, мы замечаем двух мужчин, один из которых, судя по всему, лежит мертвым, а второй уже умирает. И вот что делать? Смотрите, а байк, он не разбит, значит, они не разбились, значит, на них кто-то напал. Где монстр? Монстра нет. Он мертв, значит, монстр он. Правильно или что? Мужчина понимает, что его скоро ждет конец, его тело парализовано, и все, что он может сделать, так это дать нам совет. Взять его байк и уехать отсюда как можно дальше. Также на этом моменте я прочувствовал, насколько же здесь хороший эмбиент. Вы просто послушайте.
Однако байк пуст, а мужчина помер. У меня очень нехорошее предчувствие. Мне кажется, что кто-нибудь из них прямо сейчас обратится и разорвет меня на маленькие кусочки. Дальше у нас ворота, которые нам и нужно открыть. У нас есть туалет, который не открывается, и есть домик. Заходим в него. Там лежит фотография отца с сыном, а также письмо, которое, по всей видимости, офицер написал своей жене и ребенку. У нас имеется пистолет, закованный цепями, которые просто так не убрать. Также есть ключи от туалета, патроны для нашего пистолета, щиток, который тоже закрыт цепями, и сундук. Берем ключи от туалета и открываем сундук. Там лежит отвертка и еще одни хитро припрятанные патроны. Чтобы достать пистолет, используем отвертку. И теперь наша Хелен вооружена. Выходим наружу и идем к туалету, открываем его, а там кусачки. Именно они нам и нужны, чтобы отпереть щиток. Так, стоять, погодите. А чё с мужиком? Он же... Погодите, он чё мутирует? Он же таким не был. Он по-любому таким не был, смотрите на его... Чё это такое? Он точно сейчас мутирует, он точно меня сейчас грохнет. Наконец-то мы разрезаем провода и получаем доступ к щитку. Кстати, электричество нам нужно, чтобы открыть ворота. Без электричества они не откроются. А здесь смешные циферки, плюсики, минусики. А что нажимать, я не знаю. Но героиня говорит, что нужно быть осторожным. Не переживай, Хелен, я буду максимально... Это было быстро. Oh shit. Here we go again. Ну и да, теперь я уверен, что мужик мутировал, потому что вы видите, что он здесь нормальный. Плюс он еще и двинулся. Итак, мы снова здесь. Нам нужно придумать какую-то связь. Нельзя просто наугад нажимать, нужно что-то придумать. О, кошка пришла позаписывать со мной. Чё орёшь-то? Смотрите, я здесь вижу число 12. Оно зеленое. А зеленый провод здесь только один, так что именно его мы должны... Я вот не помню точно, но примерно на этом моменте меня уже стало конкретно бесить местное управление. Для взаимодействия с объектами нужно нажать S. А для воздействия предметов у тебя в инвентаре на объект, ты должен сначала подойти, нажать D, выбрать предмет, нажать S снова, чтобы нажать кнопочку Use, и только тогда предмет будет использован. А если ты просто подойдешь и нажмешь на S, которая постоянно всплывает, то тебе 100-й раз уже будут твердить, что дверь или замок закрыты. Спасибо. Что ж, ну смотрите, мне кажется, что здесь должна быть какая-то математическая задачка. Мы должны каким-то чудом получить здесь 12. 12. Это у нас 7. Не, все, я понял теперь. Все работает. Это кто еще такой? Что ж, по всей видимости, теперь мы в самой настоящей опасности. Мы должны быть готовы противостоять монстру. Что ж, монстр, я готов! Блин, да как так-то? Ну ничего, на этот раз мы точно будем В смысле? Оказывается, сначала нужно было набрать 12, а только в конце добавить 20. Да кто ж знал-то? Что ж, я и на этот раз все сделал. Но что мне делать, чтобы меня не убило? Может, надо постоять, подождать, и что-то случится? Ну, простоял я, прождал, ничего не случилось. Решил снова побежать и снова сдох. Однако, на этот раз я уже понял, что именно меня убивает. Это самая вонючая палка. Проделав все то же самое уже в 100-й раз, я решил увернуться от палки, и у меня это даже получилось. Лутаем палку и погнали. Что ж, мы вышли из этого домика, и теперь вся наша смелость улетучилась.
На этот раз мы, наученные горьким опытом, понимаем, что налево бежать нельзя, поэтому я побежал направо, а там ворота, они открыты, но героиня туда просто не бежит, и поэтому я на панике, когда за мной уже гнался монстр, просто взял и зашел в туалет. Это была ошибка, потому что, видать, монстру тоже приспичило. Посмотрите, как он ее только оттуда выдирает. Ни стыда, ни совести. На этом моменте я подумал, что возможно стоит побежать в дом, а не в туалет. Это даже звучит логичнее. Однако, здравствуйте, в него забежать нельзя. Ой, плюс смерть. Я попробовал не открывать ворота, но игра просто не продолжалась, поэтому это не катит. Открываю ворота, снова его триггерю и надеюсь, что я что-то нащупаю. Но ничего нового я не нащупаю, снова прятаюсь в туалете и снова умираю. Плюс смерть. На этом моменте я сдался, потому что все мои попытки нащупать хоть что-то опытным путем проваливались одна за другой. И поэтому я пошел в YouTube смотреть, как люди этот момент проходят. И они просто подходят, и Хелен нацеливается на монстра и начинает по нему стрелять. А потом они прибегают к машине и бьют эту машину палкой. Как я должен был догадаться до того, что машину нужно бить палкой, я без понятия, но нужно. А еще, как стрелять-то? Хелен, в самом деле, на тебя монстр идет, у тебя пушка в руках, используй ты ее. Так как в игре не было ни единого момента, в котором объяснялось бы хоть как-то, как стрелять, я подумал, что нужно просто подойти и подождать. Ты серьезно? От безысходности я даже залез в искусственный интеллект и спросил у него, как в этой игре стрелять. Хотя я и понимал, что нейросеть мне ничего путного не выдаст. По этой игре даже вики фандома нет, вы о чем? Однако, искусственный интеллект в кои-то веки не перепутал эту игру с Cry of Fear и выдал мне базу, что оказывается прицеливать и стрелять это правая кнопка мыши и левая кнопка мыши соответственно. Вот уж я, конечно, не ожидал. Захожу в игру и что-то как-то не работает. Но я думаю, что, наверное, это будет работать, когда монстр за нами погонится. Но нет, это не работает, и я снова сдох. На что я надеялся? И поэтому я решил, что как только возьму ствол, сразу должен буду понять, как из него стрелять. Беру ствол и оказывается, что в этой игре прицеливаться нужно на Alt, а стрелять на пробел. Спасибо большое нашему дорогому разработчику, который так заботливо не написал об этом абсолютно нигде. Спасибо. И на этот раз дело пошло. Я отводил монстра, стрелял в него дважды и отбегал. Попутно бил по капоту машины палкой. Я пока не понимал зачем, но уже знал, что так нужно делать. И в какой-то момент я ломаю капот и там достаю бензин, а я-то уже помню, куда его нужно залить. Осталось только задержать небольшую помеху перед нами, я это сделаю без проблем. Это настолько неожиданно, что даже смешно. Так, ничего, мы-то уже знаем, что нужно делать, поэтому просто быстренько... Блин! На этот раз я решил, что мне нужно каким-то чудом успеть забрать бензин и проскочить до мотоцикла, чтобы монстр не успел меня достать, потому что стрелять рядом с бензином нельзя. Я даже рассчитывал, сколько ударов и когда мне нужно нанести, чтобы на последний заход мне оставался лишь один удар, чтобы я быстро забрал бензин и прибежал. Однако все это было зря, потому что успеть нельзя. Оставался лишь один вариант, просто отойти от бензина. Ну да, стрелять за бензином логичнее, чем перед бензином. Однако и здесь разработчик сделал небольшую подлянку. Оказывается, одним нажатием заполнить бак нельзя, и нужно сделать это, тапанием. Но проблема это не составила, я даже лишний кружочек его помотал и уехал. Наконец-то мы оказываемся в новой локации. Тот самый магазин, в который мы намеревались прийти. Там, судя по всему, должны быть Алекс и Сара. Если они, конечно, еще живы. Рядом с магазином мы находим какие-то новости. Я не стал их переводить, но они довольно неутешительные.
Заходим в сам магазин. Он разрушен. Безопасностью даже не пахнет. По идее, он небольшой, и мы уже должны встретить того, кого искали. Однако, подходя к двери, я нажал на кнопку S, и тут... На меня выскакивает какой-то урод, начинает избивать, и все, он просто убил меня. Я думаю, ладно, наверное, мне просто не стоит заходить в эту комнату, однако пошли титры. Чего? Это не может быть конец. Я, конечно, знал, что концовка, скорее всего, будет плохая, но так просто. Что ж, говоря про титры, они ужасные. Ну, не в плане исполнения, а в плане содержания. Мы видим, что уже весь город, если не все человечество, просто захвачены. Повсюду люди умирают страшными смертями. Вот, например, ребенок пытается спасти свою маму, которую уже пожирает монстр. Он сдается, убегает, и тут его тоже ловят и съедают. Но на всякий случай я решил заново перепройти всю игру, чтобы проверить, что будет, если просто не заходить в ту комнату. Может, там еще что-то, но... Как казалось, реальность жестока. Дальше, как я уже ожидал, будет просто стена. Оказывается, концовка у игры действительно такая. С одной стороны, многие уже могут подумать, что неужели нельзя было сделать хорошую концовку? А если так подумать, то какая здесь может быть хорошая концовка? Весь мир просто умирает. Все, что остается делать людям, так это принять свою смерть в страхе и в муках. Я понимаю, почему того пользователя смутил конец, почему он вызвал у него плохие чувства. Мне бы он тоже вызвал, если бы я, был помладше или был более чувствительным. Мне кажется, здесь во многом играет простота этой концовки. Казалось бы, главный герой, который преодолел такие большие испытания и так просто умер. Даже непонятно, являются ли эти монстры Алексом и Сарой. Вообще, не думаю, поэтому просто как будто бы непонятные монстры. Просто обычные монстры так взяли и легко убили главного героя. Это может смутить, однако не стоит забывать, что главный герой существует не только для нас, для игроков, как неубиваемая машина, которая быстро регенерирует и возрождается после любой самой страшной смерти, но еще и в игре, где этот персонаж, Хелен, обычный человек, обычная слабая девушка, которую легко убить, как и любого другого человека. Это нам вполне доступно демонстрируют в титрах. Казалось бы, героиня так много сделала, победила такого страшного и сильного монстра, а умерла так просто. Если так подумать, при первой встрече мы от этого монстра огребли вообще легко. А если подумать еще лучше, то мы умерли еще раньше от проводов. Так что концовку понять можно. Да, она грустная, но вся игра в принципе выполнена в таком гнетущем стиле. Даже меню. Гнетущая атмосфера. Именно это и хотел передать автор. Однако, не стоит расстраиваться, потому что эта игра всего лишь в раннем доступе. Да, я нагнетал просто так. Даже если вы помучились, то мне все равно. Я сам сначала мучился, пока не узнал, что игра в раннем доступе. И оказывается, еще ее доделают. Игра будет находиться в раннем доступе от полугода до года. Также планируется продолжение глав, развитие сюжета, дополнение, завершение сюжета, раскрытие героев, а также новые крутые механики, и, естественно, атмосфера ужаса и безнадежности. На самом деле, то, что игра недоделана, видно не только потому, что она длится очень мало, а потому, что имеются еще и другие механики. Например, в инвентаре, помимо использования, есть кнопки выброса и комбинации. Логично предположить, что некоторые предметы нам придется выбрасывать, а потом поднимать нужное время, чтобы мы смогли пройти дальше, в какой-нибудь условной головоломке. И также предметы нужно будет комбинировать, чтобы получать новые. Всего этого в игре просто не используется. Оно есть, но оно не нужно и нигде не применяется. Теперь все стало на свои места. Насчет, крик монстров. Я, посидел, кстати, пофоткал, переводил это все. И кое-что стало ясно. Конечно, может, перевод не самый точный, но может, история такова. Там в самом начале говорится, что группа исследователей нашла возле какого-то старого заброшенного завода какой-то непонятный грибок, который имел это как наркотик, он действовал на людей, но приводил к необратимым потихоньку изменениям ткани. И, по идее, как говорилось, возможно, человек сначала становится инкубатором для чего-то
страшного. И, возможно, кстати, это и может быть такое, потому что, условно, вот эти вот просто агрессивные люди с приступом каннибализма, еще, то есть, которые говорят более-менее по-человечески, это первая стадия. Вторая тоже как будто тут чел, который там в конце хватает носы. Значит, третья, там еще говорят, что они больные, которые подхватили этот грибок, у них происходила анемия, то есть они переставали двигаться. Возможно, это как раз те, кто как стоит как чучело буквально, только умеет хватать и жрать, все. А вот то, что там было уже в туалете, возможно, это последняя стадия. И оно превращается в такую милашку. У Фантома был ролик про один VHS хоррор. Вот, там тоже были наркотики, которые вызывали улыбку поначалу, потом превращение в что-то страшное. Вот тут. Потом там по новостям, по радио сначала рассказывается, что какой-то ужас происходит. Какие-то наркотики, которые превращают потихоньку вот так вот зараженных, и последствия делают страшные. А, еще да. Там группа исследователей говорила, что надо скорее эвакуировать город. И там вот как раз в газете говорится, что полицейские держат один район, чтобы люди эвакуировались. Там все происходит на каком-то острове. И там есть один, получается, мост, который они держат, полицейские, чтобы оставшиеся гражданские ушли, чтобы потом город, не знаю, может расхерачить его, чтобы вирус никуда дальше не ушел, потому что грибок распространяется, как было сказано, по воздуху. Тогда вопрос, что же он в этом лесу столько лет был, если они его нашли, этот грибок, который обитал только вот в этом лесу, возле этого старого завода, и никого не заражал. Интересно. Вот. Ну и да, вот тут чел, который там перед нас мутировал и гонялся, возможно, это что предпоследнее, уже что мало походит на человека, но еще чуть-чуть обладает какими-то человеческими чертами, потому что то в туалете вообще уже на человека походило очень-очень отдаленно. Ну и да, там в конце, кстати, когда там уже показывают то, что там говорят по радио, там тоже это перевел, там говорится, что и какая-то группа террористов распространяла тик, испытывала его на бездомных, проверяла, и кто-то и там человек говорит, там можно, я различил, что он там что-то не говорит, но это там такое качество ужасное, что именно, что для этого субтитры есть там. Так вот, что правительство, скорее всего, было в сговоре, и людей просто оставили умирать. Но это там как бы уже просто предположение, по этому радио идут, так сказать. Вот. Короче, сюжет интересный. Еще, кстати, от себя добавлю, что в самом начале Хелен и Сара сидят рядом с грибами. Вот, подмечу. И связаны ли проказы Сары с этой болезнью, тоже очень интересный вопрос. Может быть, хотя она за 4 дня вообще никак не изменилась, то есть у нее никак не поменялась она. А мы как по тому челу видим, вирус очень быстро меняет человека, прям быстро. А тут вообще как-то нет. Она что в первый день, что в четвертый была той же самой Сарой. Вообще, на самом деле, непонятно, я так и не понял, это у нее бинты такие, хотя зачем ей бинты вообще, как они помогут? Либо у нее так странно линиями идет проказа. Я не понимаю, как она вообще так может идти ровно. Ну и да, там можно это в моменте, когда она пытается себя в пол хотеть увидеть ее ливень. Что же я могу сказать по итогу? Пусть эта игра встречена спорными отзывами, я уверен, эта игра сможет стать, если не шедевром, то как минимум очень хорошей. Я верю в разработчика и искренне желаю ему удачи в дальнейшей разработке. Его игра мне понравилась. Что бы я хотел? Я хотел бы новые главы, новые локации, новые, даже более замудренные пазлы, но только, пожалуйста, с объяснением того, как действовать, того, как, стрелять, пожалуйста, объясни ты это хоть где-нибудь. И, конечно, развитие и завершение сюжетной линии. А еще, мне, конечно же, хотелось бы хорошего конца. Да, я ранее сказал, что представить хороший конец данной игре сложно, но поверьте, даже когда кажется, что все окутано тьмой, всегда есть луч надежды. И мне хотелось бы видеть его в этой игре. А на этом все. Время Сергентрапа заканчивается. Всем счастливо, всем удачи, всем пока-пока. Еду по шоссе, прям после пивка. Кажется, зомби-кочка издалека. Скажешь, пьяна, кусок ты говна. Я выжму 100 миль сейчас, но не знаешь ты, что у меня полон бак. И я перееду тебя, жалкий зомбак. Размажу в раз, у меня АвтоВАЗ. Шансов нет у вас. Раз!